В этом рецепте покажу вам, какой нашла великолепный способ приготовления. Может, конечно, уже кто-то давно его знал, но я только недавно узнала, и это перевернуло мое меню. Теперь очень часто применяю такой способ приготовления. Для начала берем рыбу, признаюсь честно, задумка была приготовить хек. Но когда я пришла в магазин, то не оказалось хека, был минтай. Рыбу можно брать любую, даже филе. Рыбу очищаем от чешуи, удаляем плавники и внутренности, режем на крупные кусочки, сантиметров по 5. Сразу складываю их в кастрюлю. Заливаю водой, добавляю соль, душистый перец горошком, лавровый лист. Накрываю крышкой и ставлю на медленный огонь. Список продуктов для этого рецепта вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Пока рыба варится, нарезаю лук соломкой. У меня крупная луковица, поэтому беру половинку. Морковь тоже нарезаю соломкой или небольшими брусочками. Дальше в соусе это будет красиво смотреться. Спасибо вам за лайки и что делитесь рецептами с другими. Мне очень приятно. Как только рыба закипела, снимаю пенку. Варю после закипания всего 5-7 минут. Больше не нужно. Именно так кусочки сохраняют форму и в то же время останутся нежными. Затем аккуратно отливаю часть бульона через сито, примерно литр или 700 грамм. Рыбу выкладываю в тарелку и отставляю остывать, а бульон пока отставлю в сторону. Когда покупаю рыбу, то на 100% не уверена, будет ли она держать форму. Может, у вас есть секреты, как распознать такое в замороженной рыбе? Напишите об этом в комментариях. Пока рыба остывает, обжариваю овощи. Наливаю на сковороду растительное масло, кладу лук. Жарю буквально несколько минут до золотистости. Затем добавляю морковь и продолжаю обжаривать на среднем огне. А тем временем расскажу вам то самое открытие. Беру сметану. Для моего рецепта нужно примерно 150 грамм комнатной температуры. Добавляю столовую ложку муки и немного теплой воды или остывшего процеженного рыбного бульона, чтобы соус был жидким и без комочков. Это важно. Сметана не свернется, а соус получится нежный и однородный. Вы удивитесь, как это будет выглядеть. В обжаренные овощи добавляю соус, перец, черный горошек, лавровый лист и молотый черный перец. Перемешиваем и доливаем рыбный бульон до нужной консистенции. Если любите больше соуса, добавляйте смело. Оставляю тушиться на слабом огне буквально несколько минут, чтобы все ароматы смешались. Попробуйте на вкус. Если нужно, немного посолите. Только совсем чуть-чуть. Тем временем рыба остыла, и я аккуратно отделяю ее от костей. Благодаря короткому времени варки кусочки остаются целыми и держат форму. Убираю кости и кладу филе в сметанный соус. Накрываю крышкой и тушу 3-5 минут, не больше. В дополнение к такой рыбе я обычно готовлю картофельное пюре. Но это может быть и рис, кускус, гречка или просто салат. Маленький лайфхак. Ложкой делаю углубление в центре картофеля и выкладываю соус. Так он остается в пюре и не растекается по тарелке. Рыба получается невероятно нежная, а соус ароматный и слегка пикантный. Возвращаюсь к овощам. Не спешите добавлять много воды. Соус должен быть густым, но оставлять достаточно жидкости, чтобы рыба не подсохла. Совет. Когда выбираете рыбу, обращайте внимание на свежесть и текстуру. Кусочки свежей рыбы должны быть упругие, не размякшие. Если сомневаетесь, проведите простой тест. Слегка надавите пальцем. Рыба должна возвращаться в исходную форму. Это скажет о том, что она не развалится в соусе. Не спешите выливать картофельный отвар. В конце видео оставлю рецепт ленивых пирожков на картофельном отваре и в описании еще несколько рецептов из рыбы. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием, радуйте близких и экспериментируйте на кухне. До встречи в комментариях и следующих видео.